Здравствуйте, друзья, в эфире Геоэнергетика Инфо, с вами Радайкин Максим и сегодняшний мой собеседник, главный редактор издания «Нефть и Капитал» Владимир Бобылев. Здравствуйте. Здравствуйте, Максим. По всей Украине введены экстренные отключения света. Что происходит с энергосистемой Украины? Декоммунизация все-таки заиграла полным цветом или это что-то другое? Главный это вопрос, который задают многие эксперты и как бы наблюдающие. Те отключения, которые мы наблюдаем, это все еще попытка диспетчеризировать систему или она уже окончательно начала разлагаться на составные части? Пожалуйста, расскажите нам, что происходит с энергосистемой и энергетикой Украины. Ну вот что касается составных частей, тут вы абсолютно правы. Действительно, энергосистема Украины начинает распадаться на части. Те удары, которые были нанесены в последнее время, поразили не только те точки, где вырабатывается электроэнергия, то есть крупные ТЭЦ и ГЭС. Ну, собственно, удары были нанесены и по системе распределения энергии, то есть были поражены подстанции, были поражены, даже вот мы это наблюдали, в принципе, в Телеграме, в некоторых каналах были размещены видео, где удары наносятся буквально прямо по отдельным ЛЭП. То есть фактически системы передачи энергии тоже подвергли серьезному огневому, если можно так сказать, давлению. Видно, что удары наносятся уже не только по газовой инфраструктуре, но и по системе энергетики. Причем это не просто удары вот такие из серии в общем, куда попадет, а это целенаправленные методичные удары, которые призваны системно разрушать энергетику Украины, то есть выбивать генерирующие мощности и уничтожать мощности передающие. И что в результате мы видим? Весь фактически там, юго-восток Украины, он отрезан от общей энергосистемы Украины. Мы видим, что отключения происходят в ключевых областях. Это Харьковская, Полтавская, Сумская, Черниговская, ну и, собственно говоря, сам Киев и Киевская область. Судя по тому, что сообщает Минобороны и по тем видео, которые можно увидеть в интернете или в Телеграме, неоднократные повреждения получили ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые снабжают Киев. Пострадал Днепрогэс, другие гидроэлектростанции. То есть видно, что промышленность Украины, а также население, естественно, лишается возможности пользоваться электроэнергией. Причем в данном случае речь идет не только о таком психологическом давлении, а это, в общем, прямые удары по промышленности, потому что я напомню, что порядка 50% энергии на Украине потребляет население, ну, соответственно, оставшиеся 50% это промышленность и различные там общественные, коммунальные и другие службы. И видно, что эти удары достигают цели, потому что не только нет света, но нет, соответственно, связи, причем как мобильной, так и любой другой, потому что все это запитывается тут электроэнергией. Происходит отключение воды, потому что подача воды – это насосы, нет энергии, нет прокачки воды, и, соответственно, все, вода отключена. И начинаются проблемы с газоснабжением, причем у этих проблем, соответственно, причина двоякая. Первая причина – это те удары, которые были нанесены по газодобывающей, газоперекачивающей системе и по системе хранения газа. То есть, соответственно, Украина и так, в общем, ну, с большим трудом снабжает себя собственной добычей. После ударов 9-10 октября, как заявляли сами украинские власти, собственно, украинский Минэнерго и Нафтогаз, порядка 60% газодобычи получили повреждения. Следующий удар, который произошел буквально накануне, ну, трудно сказать с уверенностью, поскольку информация об этом не поступала. Украина старается засекречивать вот эти вот поражения и не очень подробно о них рассказывать. Но можно сказать, что с украинской газодобычей, ну, практически, наверное, покончено. Потому что, опять же, газодобыча – это не только извлечение газа из пластов, это, соответственно, еще и его хранение, а также перекачка. Насколько мы знаем, удары были нанесены по газоперекачивающим станциям, по дожимным компрессорным станциям. Это означает, что даже если что-то будет добыто, то это невозможно будет ни прокачать, ни куда-то запасти. Поскольку в силу
достаточно критического состояния украинской энергоструктуры. Отопительный сезон еще не то чтобы начался, то есть где-то отопления подано в основном нет, то, собственно говоря, нагрузка ложится на энергосети, потому что люди включают обогреватели. Это дополнительно осложняет работу энергосистемы, и кое в каких областях речь идет не о вот этих вот системных отключениях, то есть, условно говоря, каждый час в течение 3 часов в течение суток, а речь уже идет об экстренных отключениях, когда никакие графики не действуют, и свет вырубается просто по факту его отсутствия. То есть, соответственно, проблемы есть с генерацией, ее явно не хватает, и проблемы есть с передачей электроэнергии. Ну и, собственно, таким образом мы видим, что при таких условиях, когда серьезная нагрузка на сети, а они, насколько мы помним, давненько не модернизировались и такие серьезные нагрузки выдерживать не могут, возникает еще и проблема с зарубежной помощью электроэнергии. Я напомню, что раньше Украина даже экспортировала свое электричество в соседние государства. Теперь с этим, безусловно, есть проблемы. Более того, Украине, скорее всего, потребуется и уже потребовался импорт электроэнергии из соседних стран, в частности, из Румынии, например. Но с этим тоже есть сложности, потому что, во-первых, не выдерживают сети, потому что нагрузка достаточно велика, и прокатить эту электроэнергию из-за границы в те области, куда она должна попасть, достаточно сложно. И второй момент. Европа устала помогать Украине за бесплатно. То есть те страны, которые снабжают ее газом, снабжают ее электроэнергией, в общем, уже заявляют о том, что для них украинский проект стал слишком обременителен финансово, и хорошо было бы за те услуги, которые оказываются Украине, заплатить. Ну, а с этим на Украине еще хуже, чем с сетями, газом и электричеством, денег у страны нет. Поэтому те кредиты, которые выдаются какими-то европейскими структурами, они идут, соответственно, на войну, на какое-то бюджетное обеспечение, но на вот такие экстренные ситуации, когда нужно срочно закупить электроэнергию, денег явно не хватает. Поэтому, в общем, наверное, на Украине ночь, как говорилось в известном сериале «Игра престолов», ночь темна и полна ужасов. Ну, скорее всего, это, видимо, ожидает Украину. Как это выглядит, мы наблюдали в Молдавии в прошлом году, когда было введено экстренное, чрезвычайное положение в области энергетики, и, собственно, для простых потребителей это вылилось в темноту и холод, потому что просто-напросто не было возможности включить свет, не было возможности запустить отопление, просто вот целые многоэтажки вымерзали, и люди спасались от холода, сами как могли. Вот примерно такая судьба ожидает Украину, потому что, скорее всего, те удары, которые были нанесены, они явно не последние. Вот сегодня состоялся разговор Путина и Трампа. Посмотрим, что там обсуждалось конкретно и какие вопросы, какие договоренности будут обсуждаться в перспективе, потому что, я напомню, Трамп уже анонсировал личную встречу с Владимиром Путиным, которая должна состояться в Венгрии. Когда она состоится, пока неизвестно, она готовится. Что там будет обсуждаться, мы не знаем, но есть такое ощущение, что вряд ли там будет обсуждаться печальная судьба населения Украины и то, как они сидят без света и замерзают. Ну вот, собственно говоря, какова ситуация на Украине, что ожидает страну в ближайшее время, потому что удары, которые наносит ВКС по энергетической системе Украины, они вряд ли прекратятся, скорее всего, они будут продолжаться и, возможно, даже усилиться. Это, в принципе, и некий ответ на удары по российским НПЗ, ну и плюс ко всему это реальная возможность подорвать оборонную мощь страны, потому что нет электричества, нет газа, значит, нет промышленности, нет сборки дронов, нет производства ракет и так далее. Украина всячески пытается выйти из ситуации, как мы уже говорили, она обращается за поставками электроэнергии к своим соседям. С этим тоже есть проблема, потому что бесплатно помогать никто не хочет. И, собственно, в критической газовой ситуации Украина обратилась к США за помощью с просьбой предоставить, продать, помочь Украине американским СПГ. Мы знаем, что это молекулы свободы, которые всегда демократическим путем оказываются в тех демократических странах, которые нуждаются в поддержке. Но тут возникает целый ряд вопросов.
Во-первых, ну, тот вопрос, который мы всегда задаем, на что? То есть, где взять денег на закупку этого американского СПГ? Если в случае с оружием Европа собирает деньги, закупает оружие у США и передает Украине, то с газом, наверное, такая история не прокатит. Поэтому где взять деньги на то, чтобы купить этот СПГ? Ну, собственно, редкоземельные металлы Украина штатам уже отдала, собственно, что еще отдавать, непонятно. И второй момент, собственно, как его туда поставить? Сейчас действует фактически единственная схема, это через Польшу, которая закупает американские СПГ, через свой терминал в Свиноустье и дальше посредством трубопроводов направляет потребителям. В частности, вот, например, Украине. Но у этого есть определенные ограничения с точки зрения объемов и возможностей этой самой системы. Украина еще тут заикнулась по поводу того, что она готова предоставить США свою газотранспортную систему для прокачки газа, а также для хранения, там, возможно, каких-то газовых запасов, потому что газовые хранилища на Украине действительно являются одними из ну, крупнейших в Европе. Но тут тоже возникает вопрос. А что именно в интересах американцев Украина собирается через свою территорию прокачивать и в какую сторону? Вот это как-то в голове не укладывается. По-моему, когда они это предлагали, они не очень смотрели на карту. Второй момент технический. Мы не знаем, в каком состоянии сейчас находится ГТС Украины, потому что измывались над ней нещадно за последний, собственно, год. Во-первых, через нее прекратилась прокачка российского газа, вот тот самый украинский транзит. Соответственно, украинцы еще выкачивали из ГТС технический газ, который ну, должен поддерживать систему в рабочем состоянии. Плюс ко всему, не единожды прилетало, как я уже говорил, по подземным газохранилищам и по системе перекачки газа. То есть, ну, вряд ли американцев заинтересует этот хлам, который представляет собой газотранспортная система Украины. Чисто теоретически возможен вариант поставок, например, морем. То есть СПГ направлять в Грецию, а из Греции по вот этому вертикальному газовому коридору направлять в сторону Украины. Но тут тоже есть трудности. Никто не хочет помогать Украине за просто так. Заявок на этот год для прокачки по этому вертикальному газовому коридору не было, потому что тарифы, которые выкатили за прокачку Болгарии и Румынии, всю эту схему, в общем, делают абсолютно экономически нецелесообразной, и дураков качать нет. А, Ну, наверное, может быть, как-то можно что-то такое завозить хотя бы в каких-то объемах, пусть даже не газовозами, а как-то вот, ну, не знаю как, честно говоря, гипотетически через Одессу. Но Азербайджан уже пытался поставлять углеводороды через Одесский порт. Более того, у азербайджанской компании «Сакар» даже был там терминал. Почему был? Потому что по нему был нанесен, опять же, ракетно-дроновый удар, и его там нет. И, соответственно, то, что от него осталось, вряд ли можно использовать с определенной долей экономической целесообразности, опять же, безопасности для поставок на Украину. Поэтому я не знаю, как себе мыслят украинские деятели поставку жиженного газа на Украину, вот кроме как через Польшу. Поэтому, ну, наверное, ну, нет особо вариантов у Украины покупать газ, кроме как вот как это работает сейчас, то есть американские СПГ через Европу в тех объемах, в которых дают. Ну и, соответственно, то, что еще как-то оплачивается, это поставки, опять же, российского, подчеркну, газа из Венгрии и Словакии, потому что другого газа в Венгрии и Словакии нет. Они сами покупают его через Турцию, через турецкий поток. Поэтому, ну, наверное, тупиковая ситуация. Как Украина будет выкручиваться? Они уже и так заявляли о том, что им придется где-то в феврале-марте подкупить там в районе там 3 миллиардов кубометров газа, а после последних событий, ну, даже не знаю. Владимир, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Нефти Капитал. Сами подписаны и вам рекомендуем. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке. Спасибо, до новых встреч.